Те, у кого есть протоколы, могут принять участие непосредственно в работе, может ставить оценки. Как Френк уже говорил, на теоретической части, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, понимаете? Большая просьба, можно выключить вот этот свет, потому что он бьет в глаза и ничего не видно. Можно вот так, вот, так лучше, спасибо большое. So we start today to judge young horses. Ну, начнем судить молодых лошадей. Мы приглашаем первую лошадь. Пожалуйста, выходите. Это трехлетняя лошадь. Пожалуйста, будьте спокойны, не шпаркайте спичками. Жеребец такой пород, трехлетний, в принципе, заезжен уже почти год. Вот, работе у меня 2 месяца. It's a stable Russian one. Was broken 1 year ago. Age is 3 years old. 3 years old. То есть 3 года сейчас, да? 3 года. So I should ask the rider to present the first and is relaxing with the judgment. But you think it's most easy to do with the are there people who have the papers from we did the theory? Те, у кого есть протоколы из истории, видите руки, у кого есть? Супер. Okay. So one time I asked questions to the people with the papers. Хорошо, начнем с 30. Он будет, те, у кого есть бумажки, будет спрашивать ваше мнение. So we have to do it in a very short time. We have to do it in a very short time. So judges need that quick eye. Вам нужно быстро научиться быстро смотреть на лошадь. But for today, it's really quick eye. Очень быстро. We try to give marks for the quality of a young horse. Нам нужно поставить оценки за качество молодой лошади. We give marks for character. Мы даем оценки за характер. We give marks for how he look like. Мы даем оценки за внешность. We give marks how he is moving in walk or Мы pattern. даем оценки за качество движений на шагу на России и дороге. And the people who followed the theory part, И те, кто был на теории, they have the list, they can у вас control есть and give полный marks. список того, что мы будем оценивать. So give marks for yourself. Ставьте оценки сами, And I tell at the moment for which part to give a mark. а сейчас мы будем комментировать, за какую часть вы будете собирать оценку. So we start immediately with judging. Немедленно начинаем оценивать. And then the first we try to give a mark for is spot. Первое, что мы смотрим, это рысь. Because when we have to give a mark now for the walk, Потом мы будем оценивать шаг. the horse is too much tense, and we wait until later. The horse is too much tense, so we do walk for the last part. Шаг мы будем оценивать самым последним, потому что лошадь еще слишком волнуется. So now we see trot, we see racing trot, Значит, смотрим на облегченную рысь, сами видим облегченную рысью. and where we have to look at for your horse Куда мы смотрим на молодую лошадь? В каком месте? is this horse active enough? Достаточно неактивна эта лошадь. I think he's active enough. Он думает, что лошадь достаточно активна. It's very important for his progression in his life. Это очень важно, чтобы лошадь хорошо прогрессировала в будущем. That he has
it's all downhill. Или от природы эта лошадь движется под горку. I give this horse first as an example, На этой лошади он покажет вам пример, как смотреть, как оценивать. and the next horse we judging ourselves. А следующую лошадь Да. вы сами можете судить. So my opinion about this position uphill, downhill, Мнение по поводу того, как движется эта лошадь в горку или под горку от природы. this horse is not really downhill, Эта really. лошадь не по-настоящему движется под горку, не то, чтобы он смотрит сильно вниз. And it's not really uphill. В то же время он с настроением не горку. So my opinion, this horse is easier. Это лошадь ровная. Where you have to look at, Куда смотреть? when you see his group, Когда вы видите его круг, at the higher part behind the saddle, и когда вот эта задняя часть за седлом, and you see the winners of the horse, и вы видите голову лошади, then the winners are a little bit at the same level то этот круг примерно на одном уровне. than the group. Is somebody who has an opinion about this part? Because I like discussion. Если вы считаете по-другому, сразу говорите, сразу прямо поднимайте руку и говорите. So immediately you hands up when you have an opinion, we can discuss in a nice way. Ну, пока нет вопросов. Просто если есть вопрос, сразу поднимайте, сразу говорите. So as a result, the horse is built in a correct way. Для выставки эта лошадь сложена корректно. Now the gate itself, the trot, Теперь сами конюры. the way of moving. То, как движется лошадь. When we are looking to the hind legs, Когда мы смотрим на задние ноги, you can see he is bending his joints. вы видите, что он сгибает все суставы. The opposite of bending Другая противоположная сторона сгибания. is when he is doing this in the Когда hind он legs. должен прямыми ногами This двигаться. is not bending. Это This не is, сгибание. this is А вот bending. это сгибание. And you can see the horse is bending nice in his Вы hind legs. видите, что он очень хорошо двигается задом, сгибается. It's important for the horse Для протестовой лошади важно, that the hind legs are moving in the direction чтобы задние ноги двигались в направлении of the forelegs. передних ног. And we call that to carry himself И тогда он может нести себя. and the possibility to collect himself. Не может собираться. So for me, about the way of using hind legs, Для него, то, как эта лошадь использует задние ноги, this is in the correct way, корректно. not special. Нет, не что-то особенное. So for something like that, it's my opinion, a little bit too much hind leg, but he's bending okay. Он сгибает очень хорошо. And the way how he's moving with hind legs under the body is okay. Not special, but okay. То, как он подводит зад, хорошо. Не супер здорово, но хорошо. You have to look at the heels from the hind legs. От зада он, The heels from the hind legs are ласкательный сустав not going too much не direction there. уходит назад. So this is average. Это средний уровень. Bending, okay. Сгибание отлично. Then we see the forelegs. Когда мы смотрим на берег, He has an easy way of moving. он легко движется. It's not a stiff horse, Это не зажатая лошадь. but he can use a little bit more action in forelegs. Но в передних ногах может быть, он может двигать поактивнее перед. Now I have a question for the А rider. теперь вопрос заднему. He has shoes or not? У него есть подковы или нет? Нет подковы, но шуз. No shoes. That makes a little bit different. When a horse has no shoes, Если у лошади нет подков, the way of moving is a little bit like this. лошадь двигается немножко вот так. I should say for this horse for future Для этой лошади на будущее that give a shoe, одеть подковы, then he's moving a little bit more out of и knee. тогда он получит лучше работать передом. So the horse has a nice short freedom. У лошади достаточно свободы плеча, At this moment, I like a little bit more но в этот action. момент он хочет больше, чтобы лошадь больше работала передом. Okay, that's about hind legs. Yeah, that's my discussion about hind legs and forelegs. Now the discussion is about how he's using
At this moment, a little bit less than four legs. And as a judge, you have to make the market steep down. So I want to recommend her to get used to a little bit more action than 7.5. So it's nice to see the horse. Nice head. Now he's more relaxed. Now we can look at more. So I think it's 7 for trot. Now he's the walk, which is more relaxed now. Maybe you can make the race a little bit longer. Because it's like this. Now he's swimming through his body. That's okay. He's tired now. So let's try it and we can see again. It's normal what he's doing now. Now we can push the thing he's using with his body. He is nice and clear in his rhythm. And you have to look when you see the left hand back or the right hand back across the journey. When you look to the right hand back, at the moment it's going forward, like that. He's almost touching the right foreleg. So he's clear, but I see one thing on the left side. He's covering a little bit more ground than right side. That means a little bit, not much. That means a little bit, but not much. He sometimes
So it's much different between the right and the left hand. Мы видим, что нет огромной разницы между головой влево и вправо. We see on the right side a little bit more bending, like drops. Должен быть чуть больше сгибания головы направо, как And красиво. the positive thing is that swaying through motion. Хорошо работает с телом. I want a little bit more action in the future. Он хочет поактивнее, чтобы лошадь двигала ногами. I want to give for the canter 7.5. 7,5 он хочет поставить за голову. Okay, then we have to go really fast now, make a transition walk, please. Сделаем переход в шаг. Then we have to give them a mark for carrying itself. Теперь мы должны поставить оценку за способность себя нести. For me, for this age, it's average. Для его возраста, ему кажется, что это средний уровень. So it's for your most so bad. Не так плохо для молодой лошади. I want to give carrying 6.5, that's my Он goal. хочет дать ей 6,5. I want to give for total impression Общее впечатление от лошади a 7. 7. A 7 because it's a nice time. Это хороший тип лошади. When there was a lot of tense, the horse used his mind. Несмотря на то, что он был напряжен, лошадь была He wasn't crazy, he он was, не сошел с ума, and he came back alert. и он начал слушать всадника. So that's also very important for dressage. Для мастерской лошади очень важно. Then I want to give a mark for exterior. Для экстерьера он какой цвет поставит? The horse has a very nice exterior. Очень хорошая внешность у лошади. For a very special dressage horse, you need a little bit more developed body, a little bit more like the next one. Чтобы стать очень особенной мастерской лошадью, ему нужно более развитое тело. So head, neck, back, grooves all okay. That's positive. Голова, шея, спина, в порядке. But I like a little bit more spine on the one, but it's 3 years old, so we can grow. Ему хочется больше массы. No, muscles not. These muscles okay, good muscle neck, but a little bit more developed horse. We can compare with the other one. A little bit, not 100%, because this is never a really big horse. But the good thing, it's big enough for the rider, and it's for her. Okay, so total impression, nice horse, with walk with a little different nose step. Little bit knee forward, and the rest is positive. Okay, now the next one, thank you very much. You did a good job. Now the people have a paper. Now you need marks. Good stuff. And then Julia is talking to the audience, and then she asks people to give them mark. So do it now. We go immediately to the next one. That's, I don't know, 5 years old. Father was world champion for Hampshire. He got the next award. Okay, that's interesting. You can start trot, and then people can give in their hand a mark for a trot. In the same time, I try to
explain something. Он будет вам кое-что объяснять. So, when we compare this horse with the other one, Когда вы сможете сравнивать эту лошадь с предыдущей, the first thing you see, первое, что вы увидите, that's what I mean with the other one to be developed a little bit то, more. что он говорил, что предыдущая лошадь могла быть более развитой, This horse is a little bit more developed. This horse is a little bit more developed. вот эта лошадь больше развита, чем предыдущая. Bigger. Больше она. For big competitions, you need a little bit. Для соревнований высокого уровня нужны более развитые лошади. And it's a good combination with horse rider and rider. И несмотря на это, вот комбинация лошади и всадника хорошая и у этой лошади, и у предыдущей лошади. Okay, now the trot. I got something about trot. Он сейчас скажет кое-что о России, And at the same time, you try to give him off. а вы ставите оценки. So what I see is a horse with simple gait, Он видит лошадь с достаточно эластичными allurами, with bending in his hind legs. которые хорошо работают с задними ногами, зубами. The hind legs are with the hand of the body. Зад достаточно хорошо подведен под корпус, It's active to see. активный, I see a little bit more heat than the other one. может быть чуть больше движений переда, чем у другой лошади. But this horse has shoes. Но у этой лошади есть подковы, And with shoes high on line, or high mark, really и high mark. чтобы получить
It's always important that he's going downwards every time. Всегда важно, что он назад поднимался очень хорошо. And for me, the left hand turn is also a nice uphill. Галоп налево тоже хорошо, в горку. On the side, a little bit easy. Чуть-чуть на другую сторону немножко легче. Right side is down, a little bit more than the side. Вы должны немножко больше его поддерживать на эту сторону. But it's the quick horse to play the horse. Но это лошадь хорошо сконцентрирована. It's the going horse. Это лошадь, которая двигается And хорошо. we want to control that at one time and extend it straight. И мы хотим контролировать это, подвинуть стенки и прибавить это. And now he's coming back. И как он соберется в уголке. Forward to rear. Вперед у нас хорошо. Побольше скоро. Yeah, you see a little problem Но маленькая проблемочка. when he's coming back at first. Когда он возвращается, первая часть хорошая. We see one type of collection, not too much collection. Не нужно много собирать, не надо много собирать. Good, that's good. Вот так. Yeah. So we can make transition, extend it, Он может collect. делать переходы из более собранного
добавленный шаг, получит 10, получит 8. But for collection, Но на сборе it's more easy for those. легче потерять Yeah. четкость. I had my marks were 6 Он поставил 6 за шаг, for 7.5. 7,5 за рысь. And for me, this game was better. Для него самый лучший отход голов By reason, he is still with lighter in hand. по той причине, что он легче несет себя. And drop is a nice way. Drop. Он хорошо ведет рысь, хорошо работает телом, Good hand and forward. хороший зад, хороший перед. I had a little bit like these. Но во рту что-то не очень хорошо. Can't go like so special on the right side. И особенно на правом голове He would lose the weight. он мог расслабить голову, And he could carry himself really good. So и он мог нести себя, он поставил 8 за голову. and I want to be a little bit clear and different in marks. So I like this canter. Ему нравится голову, особенно нравится. And walk a little bit less. Шаг меньше нравится, So that's for me the reason 6 and 8. поэтому он поставил 6 за шаг, 8 за голову. For carrying himself, За нести себя вы 7 поставили, да? I had also Он 7 тоже поставил 7. because carrying it drop a little bit less. На рысе он себя меньше нес, Carrying in the canter good. на голову хорошо себя нес. So that's for me the reason. And I like a little bit more uphill himself. Он может, хоть хочет, чтобы лошадь лучше сама себя. This is actually an example. So Суперский пример. good job, you did a good job. Вы отлично поработали. Then the total impression, Общее впечатление I give half mark more than 7 он because поставил 7,5. I like the horse in his mind. Ему нравится, как лошадь думает. It's so close. Это достаточно эластичная лошадь. He's doing his job easy. Он легко делает свою работу. Yeah, and that's the reason I gave the half mark for И that. поэтому он поставил половину. Exterior, За экстерьер I give 7.5. 7,5. Why not 8? Почему не 9? Почему не 8? Because he's built in a good way. Он хорошо сложен. To get an 8, I like a little bit more for that. Чтобы получить 8, он хочет, чтобы лошадь была насыщенной. But when it's rider, it's okay. Но для этого всадника эта лошадь прекрасно подходит. So the first horse Первая лошадь, was a little bit, maybe too much blood. может быть, была слишком стройна, Taking не it хватало тела. But which horse I want to have the first place, second place at this moment is horse. Because Но эта лошадь может быть большевата, но если сравнивать с этих лошадей, он предпочтет выставить эту лошадь. other people are looking. Есть те, кто не согласен, у кого есть мнение? Нет? Good. Да. Why did you give your mark for all the impressions of the mark? Yeah, that's a decision. I was thinking of that. It's a different 7.5. Он думал поставить 7,5 или 8. The real reason it's not 8 И единственная причина, почему не 8, is for me to walk. это шаг. You understand? Because it's not so easy to change it really. Не так легко его действительно изменить. And now he's really relaxed and has the same problem. Он расслаблен и все равно проделает то же самое. But I see a lot of positive things with this horse. Но возможности у лошади тоже много. So I want to be a little bit positive, but to be ready for the Но чтобы быть очень позитивным, the mark is a little bit тогда нужно больше количества шагов. Okay. Продолжаем следующую. Or people want to say I don't agree with you. Кто с чем согласен или как? I say yeah, I can go that way. Да, он успеет убежать, если к нему бросится. Мы приглашаем следующую лошадь, но Yeah, 2 horses, okay. мы хотели пригласить двух лошадей, восковых, да? Now we start with 2 horses. That's А why где вторая кого-то? the eye of the judge has to be quicker when you have 2 horses. And trying to
Good. Now we just again. They start to trot. Поехали, рисуем меньше нас. Yeah, so, Вы в одном направлении двигаетесь по очереди. Конечно, она успокоится сейчас. А поехали, рисуем. 4 years old. Поехали. Okay, then they go. Да, да, слушай. Please. Причем рис всегда, не садитесь в седло. And try to do it a little Ага. bit. Я сейчас снимаю семинар по выездке с голландцем. Я наверху, в самом конце вот этого большого манежа. Is he going up? Да, 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 там все в одном месте. This horse is Ага, классно. Какая из этих двух лошадок больше вверх? which horse? Вот это, да? Еще какие? Если рисовать. This is horse better. Yeah. But it's interesting for your mind. And later, then, Потом он скажет ответ. so we do discussion, but it's only for yourself to imagine which one is most built. Вот представьте себе, вот делайте себе отметку, какая из лошадей больше идет вверх. This is going a little bit forward. Или какая из этих лошадей больше на переду. Then you have to look which horse has good active У managers. какой лошади активный зад, Which horse is going to manufacture the body. какая из лошадей подбирает зад под себя. And what we like is going under the body. А вам нравится, когда лошадь подводит зад под себя? Which horse is more supple. Какая лошадь более гибкая? We change way. А теперь поменяем направление всадников. And then we see what happens. И теперь посмотрим, как лошади работают в другую сторону. And you look how is the connection. И Mount видим, and какая связь с поводом лошадей. is he watching on the bit? Насколько лошадь сильно падает в повод Quite a bit. или слишком слабо упирается в повод. Okay, now one time we want to see a little bit going forward. Чуть-чуть подвиньте стенки, прибавьте. Подвиньте стенки, чуть-чуть прибавьте. So, Ждем. how he's moving, so freedom, what Оцениваем свободу плеча. he's doing with his body. Что лошадь делает со своим телом. Okay, I think we saw enough trot in the Мы mark. увидели достаточно рисунок. We call that one with the white shirt. Значит, представим, что у нас вот какой мы потемнее, это номер 1. So give a mark for this horse and trot. Поставьте оценку ей на оси. And number 2, И номер 2, вот это более светлую картинку, we give for trot also a mark. тоже поставим ей оценку. Oh, that's not so easy. Okay, and Поехали голову. okay, one time this side, extend the camera. По длинной стенке пройдите широким галопом. Take it back. Не спешите. Then look at if he's going forward or not. И смотрим, действительно ли прибавляет лошадь. And how he's doing what way. И как ведет себя. Переход ввысь, диагонали And okay. и голову в другую сторону. It's important to look also to the transitions to okay. Смотрите тоже на переходы из головы ввысь и из рыси
голову сделайте. Сделать переход вниз. Переход в шаг. Поставили оценку за голову. И сравнивайте с предыдущими двумя, которые вы видели. Потому что в конце мы выберем чемпиона. Подвинь его. А теперь остановитесь, подходите к нам. Посмотрим экстерьер. Это вообще-то сложно сейчас будет. Good. And then we have a mark for body. Теперь мы поставили оценку за общее сложение. И общее впечатление. Okay. Now, we want to say. Кто хочет сказать свои оценки? Now, Вот сейчас. mark for the first horse. Для первой лошади, вот для этой лошади. Yeah. Okay. Нет, кто говорит? Вот, кто говорит? First horse now. The judge is speaking about this horse. Об этой лошади сейчас. For the walk. За шаг. 6. For the walk. Вот. Okay, I think it myself. И теперь он сразу будет сравнивать, что он поставил. I had 6.5. Он поставил 6,5. Because he has a little bit of the same problem like the first one. У этой лошади примерно та же самая проблема, что и у первой I лошади. did it for 6.5, so I don't go more down than 6.5. Поскольку он первой лошади поставил 6,5, он не мог поставить меньше. Sorry. Следующая оценка. Рысь, крот, Trot. сыс. 6. Why? Почему? Потому что лошадь зажата, да? Because the horse is stiff. Yeah. Да. More short to leader. Хочется больше свободы плеча у лошади. Yeah, that's one of the reasons I had 6.5. Это одна из причин, почему он поставил 6,5. When he's in a hurry, Почему? Потому что когда лошадь спешит, he uses a little bit too much speed. она просто прибавляет скорости. And I relax all day. Зад нормальный. But I think it's possible too. Но 6 тоже можно и 6 поставить. So when we are together, Если вы вместе судили с вами, and mostly we are обычно трое судей, and I tell 6.5. и он говорит 6,5, а другой говорит 6, I have no discussion. он не обсуждает. You understand? So 6 is possible. То есть 6 I тоже может быть. start standing to the shoulder. Он видит, то, что плечо зажато, But he is the right line. но хорошо сгибает зад, хорошо. И активный. And his body is not in a bad way. И лошадь
Но в его понимании половиночка это, ну, не есть большая разница. Canter. Что за галок поставили? 6,5, 6,5. Yeah, I agree. Да, он тоже поставил. And Дальше. carrying. Нести себя. 6. I had 6.5. Он поставил 6,5. That's maybe one of the strong points. Это, наверное, сильная сторона. It's not a horse which is built on forehand. Это by itself. лошадь, Not built by itself on forehand. эта лошадь сложена не под горку. Эта То- лошадь хорошо сложена. But it's also the same discussion, half more or less. Но тоже можно обсуждать полпункта, но это небольшая разница. А? Нет, наоборот он. Да, от природы, он говорит, что от природы у нее скорее да, движение But the way of moving is a little bit that в direction. горку. Движение в горку от природы. Немножко. Но все-таки в горку. Total impression. Общее впечатление? 6. I 6.5. Он All that поставил is. 6,5, So но you're это really тоже consequent. возможно. Yeah, it's really consequent. That's important. I was Это, too ну, with мы, half в one. принципе, достаточно одинаковые поставили And оценки. then the exterior. Из-за экстерьер 7. 7. I had 8. Yeah. Он поставил 8 за I экстерьер. like the exterior. Ему нравится то, как сложена эта The good лошадь. thing is when you are going higher, I'm going higher too. Хорошо то, что когда вы повышаете оценку, ну, тенденция тоже, он тоже ставит высокую So оценку. I like this is the type a little bit more blood than the last one. Вот у этой лошади больше, более она, как сказать, более легкая, чем предыдущая лошадь. In my opinion, a little bit more modern. Modern. Более современная лошадь. But the last thing of this horse, my opinion, is the front. Но слабое место это рысь у этой Yeah, лошади. agree. Okay, next horse. Who wants? Кто хочет следующей лошадь сказать что-то? Прокомментируйте, поставьте свои оценки следующей лошади. Вот. And when you're not agree, stand up and tell her. А если вы не согласны, сразу кричите, ладно? But Чтобы this мы- is our interesting discussions. Сейчас мы вот у предыдущей лошади. Что? So we want to have the mark for the walk. 6,5. Walk 6.5. I agree. Да, согласен. Oh, wait, А, this нет, one. No. это вот это, нет, no. вот эта This лошадь. one, 6.5. Вот эта no. лошадь. I had an 8. Он поставил 8. Yeah. 8 этой лошади за шаг. Yeah, I had an 8. Why? Почему? It's clear, Шаг четкий, covering ground, хорошо захватывает пространство, suppleness. гибкий. I missed a little bit activity for Немножко high не mark, хватает активности для более высокой оценки. but the hind legs are coming nice forward. Но зад хорошо двигается вперед. I have with this horse a little bit more problems with his carrying than with У the этой walk. лошади больше проблемы вот с тем, как себя нести, чем с шагом. Who had for this horse more than a 6? Кто поставил этой лошади больше, чем 6 за шаг? 1, 2, Раз, два. yeah. Who has more than an 8? А кто поставил больше, чем 8? Not so much. Who has an 8? А кто 8 поставил? 1, so, not so much. So, okay, we say 7.5. Кто поставил 7,5? 7.5. Who gives 7.5 on this one? Oh, some are not judging, but okay. Некоторые не судили, вот видите, Okay, but хитрость. my opinion, there's a difference between this walk and that walk. Yeah, it's clear. It's Разница в шаге вот в этой лошади и той лошади, то, что та лошадь четкая. Yeah, okay. Okay, now for the trot. Теперь рысь. 6,5. I have 6. Да, он тоже поставил 6,5. Why? In the trot itself, it is supple. It is big mover. Это у него очень просторная рысь. A little bit, in my opinion, on forehand. Немножечко напереду. Yeah, but it's a supple mover. That's the reason for the 7 and 6.5. Но она эластичная, и поэтому он ставит 6,5. Kijk,
7 for canter. Okay, I had a 6.5. Он поставил 6,5. Yeah, why is 6.5? Почему 6,5? My opinion, the difference between the trot and the canter, my opinion, in canter he was a little bit more heavy going forward. На галопе она не очень хорошо двигалась вперед, не очень хотела двигаться Supple вперед. enough, but a little bit Достаточно эластично двигалась, но очень растягивалась. not so much collected. Не так сильно подсобиралась. But supple, so Но все равно эластичные аллюры. okay, carrying. Now it's important. Как несет себя лошадь? 6. Yeah, Да. I agree. It's a 6. Six. That's a little bit, my opinion. The horse is ridden very honest. Это честная лошадь, Yeah, it's ridden very honest. очень честная. But a little bit in his body too long. Но длинновато в теле. Тело So длинновато. maybe yeah, a little bit more round in his total body. Нужно больше округлять ее. Not to open his neck. Не нужно раскрывать ей шею. I like more to ride too much friendly than with too much kids. Ему больше нравится так, чем слишком сильно тянуть к But себе. I want to advise Но он хочет посоветовать to get вам a little bit more connection in the horse. больше собрать эту лошадь, больше округлить. Okay, then the total impression. Общее впечатление. 6,5. Yeah, I give half mark more, 6.5 too, Он тоже дал 6,5, because suppleness, good потому что character, лошадь гибкая, с хорошим характером. and he missed a little bit the electricity and a little Немножко bit не хватает вот электричества, энергии. the exterior. Теперь экстерьер. 6,5. Yeah, I would say. То же самое. So the 6,5. only difference is the walk. А единственная разница вот это шаг. For me, this horse is the best point for me is the walk. Для него вот самое важное вот Тренируюсь на шаг. соседях. Okay? На мышах тренируюсь. For me, the best point of that horse. Да, is шаг это самая сильная сторона вот этой лошади. Okay, we can see the next one. Maybe you can advise something to go. Yeah, for advice for you, maybe you can take the Вот, reins a little bit shorter. вот вы Maybe you can make the reins a little bit shorter and a little bit trot. вам сделайте now. Now, Сейчас вот немножко поводочек покороче возьмите, порысите. because this is a nice horse, but the Это trot очень is милая very лошадь, quick. но он слишком спешит на рыси. So maybe we can help a little bit. Может быть, вы сможете помочь ей. What I like in this horse is the quickness of the hind legs. Очень хороший быстрый зад у лошади. But when you ride this horse with too much speed, Но если вы слишком быстро на ней будете ехать, then he is too quick. она слишком быстрая I становится. like quick. I like Ему quick. нравится, когда быстрая, но But this horse has a natural от quick hind природы leg. у этой лошади быстрый зад. It's bending a lot and trying to Сгибается ride хорошо. try it a little bit more down and И round. теперь ниже, округляйте ее, опускайте ее ниже. A little bit more round and down. Больше округляйте, Sometimes ниже a little bit more опускайте. than this. Little Чуть bit. больше, еще больше. And he's a little bit against Вот left leg. так. И она сопротивляется левой ноге. So use a little bit left leg. Чуть Good. больше левой ноги. Good. Now I see. Oh, not faster. Oh. Тише, 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 тише. Not too fast. Не Exactly at the спешите. moment the horse is going more forward, the trot is less. И чем быстрее бежит лошадь, тем хуже рысь. So for my advice for this rider, Он советует вам, don't go too fast. не спешите, не бегите. Now we go to the right А side. теперь поехали направо, He's a little bit against left leg and turning, на повороте активнее левой ногой высылайте. and it makes a lot with this horse. Yeah, go forward. Это для лошади это важно. Yeah, try to ride a little bit more down, Чуть ниже опускайте, a little bit inside leg. внутренней ноги больше. It's also a little bit against inside leg. Тоже right против side. внутренней ноги пусть лошадь идет. So I try to ride this horse a little bit more down, Он бы ниже опускал эту a лошадь. little bit more round too. Еще округляя, Don't let him too free. не давайте ей свободу. Yeah, this is better. What that This is is? better. This is better. And then I see not such a bad trot. А сейчас рысь совсем неплохая. But when I ask at this moment extend the trot, it's Nice. not really possible. Но вы сейчас вот прибавленную рысь вы не So what I сделаете. should say with this horse is when you go forward, don't start with running. Когда вы двигаете лошадь вперед, не When бегите. it's nice round, a little bit more forward, Когда она округлена,
И только когда хорошо округлена, только тогда двигается вперед. Then just really little bit more forward. И только тогда чуть-чуть активнее вперед. But you can see you don't like it. Ей Then не you go нравится. down. Little bit forward more. Чуть поактивнее Little вперед. bit more forward. Little bit more lag. Чуть поактивнее вперед. Little Чуть bit больше more lag. ноги. Yeah, more lag. More Больше lag. ноги, больше ноги. More lag. Больше ноги. And keep contact with train. И контакт And поводом. forward. Little bit Вперед. more. Little bit more. Yeah, Вот little так. bit more down. Yes, this feeling. Вот так. Yeah, little bit more. Little bit more. Lag, lag, Ага, lag. ага. Not fast, but use lag. Little bit more lag. Yeah, that's it. That's it. That's it. Вот так. Not too fast. Не Keep forward. спешите. Yeah, exactly. Little bit round and forward. Yeah. Little bit round and forward. Округляйте This is okay. вперед. Вот так. And then you see some moments the four legs are better too. The И hind тогда legs, вы замечаете, что передние ноги лучше становятся в какие-то yes, моменты. keep round like this. So a little bit more over back. Чуть больше, чтобы лошадь проходила через And when it's спину. over back, А когда лошадь пройдет через a little bit спину, more forward. тогда двигайте вперед. And that's the way she has to practice, И my вот так, как вы opinion. должны практиковаться каждый день. Okay? Good? Окей. Yes. Thank you very much. That's my Спасибо. advice. Это то, что он вам посоветует. Мы приглашаем следующего всадника. We get more horses now? Or? Yeah? Okay.
Поехали галопом. Один раз поднимем стенки, сделаем прибавленный галоп, потом соберем в уголке. Сделаем переход вниз. В другом направлении. Галоп налево. Один раз лошадь подвинет стенки, пройдите прибавленный галоп. Чуть побольше картины немножечко. Сделаем переход вниз. Ride the horses over the back of the picture. На бальту старайтесь, чтобы лошадь работала через спину, выйти лошадь. Long range, На длинном поводу, the best power is natural. на длинном поводу, красиво, облегченно вниз, пожалуйста, облегченно вниз и спокойно. Okay, position one, and then we Переход шаг. now we have one for canter, we have one for trot, Теперь мы можем ставить оценки за галоп, за рысь. and now we have get a little bit of break. Теперь даем пол лошадям. Первая маленькая лошадочка номер 1, большая лошадь номер 2. Okay, for one, За шаг ставим оценки. and now we stop them, show the exterior. Становимся, чтобы посмотреть, как сложно эти лошади. Остановитесь. Кто будет ставить оценки первой лошади? Кто готов? Я. Да. Walk 4.5. Подождите, что? Trot 4.5. Canter 5.5. Carry himself 5.5. Overall impression 5. Conformation 5.5.
Okay. I didn't give the 4.5. I understand why you give it. I Он think понимает, почему вы поставили 4,5, но I give a 5.5 он дал for 5,5 all marks. за почти все. The reason maybe it's a 4.5, but Может быть и 4,5, но when I tell her this is 5.5, когда я говорю, что это 5,5, she knows about the horse. It's not top dressage. она понимает, что это не топовая поисковая I лошадь. don't make her more happy with a 4.5. И 4,5 не сделать ее как-то более несчастной или более счастливой. It's not going about to make somebody happy, Это не о том, чтобы, but it's going about to be clear. но чтобы было четко и ясно. And in my opinion, the walk is regular. Шаг четкий, это хорошо. It's regular. It's active. Активная лошадь. That's not the two. Yeah, it's active and it's regular. But then it's Активный, short. четкий, но шаг короткий. Short, suppleness, Способность нести moving, себя. you can think back. Движение. Здесь, конечно, достаточно проблем. I have a problem when you give more than 6.5 or so, or 6 Вот or если бы something мы поставили like that. 6, там 6,5, тогда бы начал с My вами opinion. обсуждать это. When the people who give a lot more marks for number 1, Кто поставил более высокие оценки первой лошади? you can tell her and try to explain. Скажите, объясните нам. So for her it's a nice horse. Это хорошая лошадь, Yeah, приятная, honest, честная лошадь, did his job. делает свою работу. But as an example for a dressage horse, Но как пример поисковой лошади, we have a little bit problems. тут немножечко не совсем все в порядке. So I was a little bit more positive, but I think in the same way about quality. Он тоже согласен в целом с оценкой качества, но более And the позитивно смотрит на это все. reason why when it's 5.5 she knows. И причина в том, что всадник сам все знает. И I'm sure she's very happy with the horse. You're happy with your horse. он спрашивает всадника, вы сами своей лошадью довольны? Yeah, you see? Okay. Now, the number 2. Yeah. Теперь вот эта лошадь. Ага. Walk 7.5. 7.5, yeah. Да. I had a little bit more. Он больше поставил. I had a little bit more. How much? I had an 8. Он 8 поставил. She marked 8 first, but then changed to less. In my opinion, is clear in У rhythm, него четкий ритм, covering ground a lot. достаточно пространства. When you see his other horse, this one is clear, and the other horse, yeah, that was not clear. И вот вы видели предыдущая большая лошадь рыжая, у него был нечеткий шаг, у этого четкий шаг. Swinging nice through body. Достаточно хорошо двигается телом. Yeah, for me, it made at least 8. Для него минимум 8. Почему не 9? Why not 8? And a little more wings. Чуть быстроты не хватает. Yeah, but at least an 8. At least an 8. And I like a little bit more quickness in the walk for future to make him like, yeah. That's what I think in this moment. Еще раз. Once again. About the man goal, why not 9? Вот почему 9. No, I don't know if it's really, but that's my opinion. I like this walk, it's big, Ему нравится шаг, но в it's целом, supple. да, Yeah, I have no problem. гибкий, проблем нет. I have no problem with 8.5, with a 9. И 8,5, но для 9 все-таки быстроты он хочет. Потому что в будущем нужно лошадь That was for me the reason to tell at least 8. И вот поэтому как минимум 8 он должен And when поставить. you give a 9 for your horse, А если молодой лошадь You can ставит defend. 9, но you can defend 9. может, в принципе, можно и 9. Yeah. Вот there was a question, quality of work, Yeah. it depends on breed or it depends on what? That's my reason not for 9. 8.5 is I have no problems. With 8.5 for the walk, I have totally no problems. With 8.5. I understand.
I asked you enough. Oh, sorry. I asked you quality of work depends on what? That is Чего зависит? regular, covering ground a lot. Physically, it can depend on the breed. Yeah, really? Да, может. 400%. And connection of neck. Also, oh yeah. Yeah, they are, of course. Да. Yeah, when the position of a horse is not optimum, Если it's не always оптимально hard. сложена лошадь. And she compares with the previous chestnut big horse. Which one? The chestnut big horse. Last one. Florence. First Florence. Yeah, there's to be a big difference between what? Between that two. Ну да. The horse cannot go deeply down. Can you do something with it? If it is good like that. It's really like that. No, but when I see the time, maybe that's going around, the time for this horse is, I think, really good. Но по типу лошади, вот, So the problem is not the time. The проблема problem, не в типе лошади, не в том, как, собственно, I think the problem is not the quality of the walk itself. The reason I didn't give at 9, but with an 8.5, I have totally no problem. I wanted to have some quickness more in. но лучше выпила, что That's absolutely- я не совсем сама понимаю, что вы хотите спросить. Ну, да. Да. Ну, попробуйте. Сейчас я немножко думаю, do they need to collect the horse if the horse is not able to collect by Yeah, nature? you need to. The important with this horse, my opinion, yeah, is to keep him quick. Also, when you make the transition, No, canter Fred, from. they do not speak about those horses. They speak about General. general. Oh, okay, I take this horse as an example. Он как на этой лошади, как на примере. So he wants this example. For example, this is much more easy. Oh, it's balance. This is more balance on forehead. No, if the horse is not able to collect Yeah. by nature, Yeah. or maybe Yeah. by conformation, Yeah. by breed, or Yeah. by any reason, Yeah. do they need to work collection? Yeah. Breed collection. Yes. Yeah, of course. Yes. Тренируются. Yeah, for sure. Тренируются, почему нет? Вы не просите много. Don't ask too much. Little by little. Чуть-чуть, по чуть-чуть просите. Yeah? Okay? Так, Okay, вы fine. дальше, я уже потеряла, кто, да, вы. Okay. Now we had the walk, eh? Оценки. Yeah. Now trot. Теперь рысь. 8. I have 8.5. 8,5 поставил. Yeah, the reason, but it's in the good direction. And you add? What did you for the trot? Что у вас на рысе? Also 8,5. 8.5, yeah. Okay, and then canter. Галоп? 8. I 8. have 8.5 too. 8,5. 8,5. Тоже. The thing of the big horse, he can't go forward, really? He can't. Go forward in a good way. Он может быть хороший жнец, он может хорошо двинуться вперед, чтобы показать хорошую прибавку. But he can collect himself really quick. Но в то же время он может собраться сам быстро. He can make himself short. Он сам может сократиться быстро. And that's really the reason he goes 8.5. It's half mark more than walk. Because quickness he И collects. поэтому он получил на полбалла больше, потому что он быстро может собраться. But it's in the same direction. Now В carry том же himself. направлении. Теперь вести себя. Carry. 8. Yeah, I Да. agree. Because a little bit, he could be a little bit more free, like his other Он horse. может более свободно двигаться, как другая лошадь. I think for future it's not a really problem. На будущее Да. нет пока проблемы. So I'm really positive about this horse. Вот, ему нравится But эта maybe лошадь. it's by the draw rate. Но может быть вот из-за шпрунта It could be a little bit more open and free. его My opinion. можно раскрыть немножко
немножко больше и дать ему больше свободы. So I have some marks more for the gates than for carrying. В общем, он больше поставил оценки, выше оценки за аллюры, чем за способность нести себя. Then total impression. Общее впечатление 8,5. I have to. Тоже. Because you can give a 9, you can give an 8.5. Можно But поставить 9, it's a можно very поставить 8,5. promising horse, my opinion. And then the exterior. Теперь экстерьер 8,5. I have an 8. But Поставила obviously 8. it's not a problem. Но I like the type. ему нравится тип лошади. It's a strong horse, nice muscle, Сильная лошадь, хорошая обмускуленная, nice neck. For me, the Хорошая loins are a little bit strong. немножко крепка. Can you stop here? Подойдите к нам сюда, пожалуйста, на день. The loins, in my opinion, are a little bit strong. But I did an 8. Сильная поясница. So this part is for me a 9. Вот это 9 часть. And I like this is a little bit uphill here in the loins. Вот здесь поясница A little bit strong, and I can find it back in one. немножко Way зажатая. of moving. But Но это that's из-за того, как он двигается. but an 8 at least. So this part Но 8 заслуживает. a little bit strong here. Чуть-чуть сильно здесь, Yeah. чуть-чуть напряженная. And why not a 9? Почему не 9? When you are really critical, Если вы будете сильно критиковать, I like myself a little bit blunt. ему бы хотелось, чтобы лошадь была немножко погорячее. But I like this horse very much. Till No, now, it's this очень- is the best horse, in my opinion. Вот, We saw, yeah? Oh, sorry. My opinion, till now, this is the most promising horse we saw. Вот из всех лошадей, которые вы видели сегодня, наверное, это самая многообещающая лошадь. But I want to be clear in my explanation. Why not the 9? Но он хочет, чтобы вы четко понимали, почему я не поставила девятки, Yeah, and why not the 6? почему не шестерки. Yeah. Okay? Questions? Есть вопросы? Good. Questions? 5 лет, да? 7. Сколько лет? That lady wants- 6 лет лошади. Фрэнк, the question is it allowed to ride with a draw rein? No. Нет, не разрешено. На No, конкурсе so- не разрешено. No, but this afternoon is going to show and discuss about quality of a horse. Но мы здесь обсуждаем качество лошади. Yeah. And yeah, maybe. Может быть, может быть. Спросили, почему не было разрешения. Да, все нормально. So it's not allowed. It's not allowed. But to explain about the dressage, that's our. Но надо сказать, что всадник не ожидал, что его сейчас позовут, потому что мы хотели сначала разделить, а потом всех вместе соединили. Он вышел разминаться, а тут его в оборот But that's a good question. взяли. Ну, вопрос хороший, спасибо. Еще есть вопросы? What to do if the horse is making long, short walk? Yeah, that's a very good question. Очень хороший вопрос. Yeah. You can try on both sides that the horse is bending as much. Mostly one side is less bent. И вы попробуете подсогнуть лошадь. Вы увидите, что в одну сторону лошадь сгибается меньше, чем в другую. So it's very important you have the feeling he's listening good to two legs. И важно, чтобы лошадь слушала две ноги. Mostly one horse is a little bit against one leg. И обычно лошадь сопротивляется какой-то одной ноге. So you can practice the leg yielding Поэтому вы можете практиковать уступку шенкелю, and feel that the horse is listening to both legs. убедиться, что лошадь чувствует, слышит две ноги. Sometimes you can try with a small whip. Иногда маленьким хлыстиком можно. When they are not listening, then you can А если try они не слушают, by helping то them a bit more можете sideways. помогаете ему хлыстиком So that he's more двигаться в supple. сторону. And then after that, forward. И после этого двигайте Never вперед. make it short. No Никогда chance. не закорачивайте лошадь, без шансов. But it's
вопросы? Good? Так, ну тогда поедем в the last ride, да? Okay. So now we start some your horses. Посмотрели молодых лошадей, And now we see a more experienced теперь horse. видим более опытную лошадь. But we get this experienced horse marks too. Но мы опытную лошадь тоже поставим оценки. It's interesting because we can ask her Это интересно, потому что мы можем спросить садника, what she can get from competition for extended market. что она может получить, ну, оценить, что ты можешь получить за прибавленное блюдо, например. Yeah. Okay. Now we start with photo, Поехали рысью. and we ask for this combination. Also, because in your horse competitions, we ask also shouldering, Мы попросим проделать плечо внутрь. and we can ask if she can do some shouldering extended or И попросим плечо внутрь, прибавки поделать, сбор показать. And then we give also marks. So the way of throttle, liking it, the way it's using its body. Смотрите за тем, как лошадь работает с своим телом. See that the difference of riding, level of riding is different. Вы видите, то, что уровень садника, конечно, намного, и уровень лошади совсем другой. Now you think how long I need for the throttle. Думаете, что вы поставите за эту рысь? Несколько шагов прибавленного головы, потом снова собираете. Then a meter circle. Вводим 10 метров. Next, both sides, fill the middle extended, then collect. По длинной стенке до середины прибавленной головки, затем собираете. Change hand, Поменяйте направление position front, через переход рысь then one leg. и переход головы. Next one, side, extended cantle. По длинной стенке, по всей длинной стенке прибавленной головы. А And then same, long side, fill the middle, И extended, then collect. А теперь еще раз проезжайте на той длинной стенке до середины прибавленной головы, с середины начинайте собирать. Ничего, еще раз сделаем. Сегодня у меня это соревнование.
Online is one side extended trot. Половина стенки прибавлен рысь. Till middle and then До середины. Прибавленная рысь в середине, собранная рысь, снова прибавленная рысь. Разлоки. Раз. Переход шаг. По диагонали. Прибавленный шаг. Постоянный сбор. Вперед снова. okay. Остановитесь, девочки. Идите к нам. Останьтесь здесь. Okay, you're going to get a mark for how you do. Можете поставить оценки, как построена лошадь. So we have mark for walk, trot, canter, carry yourself, total impression and exterior. And who wants to get the marks? Yeah. For walk, 6.5. Why 6.5? Because why? Почему? Because it's not lateral. Yeah. And Еще? and also when he's No collecting, extended. yeah, extended is not so bad. А? Extended Но walk прибавленный is not шаг so был bad. неплохим. But it's special when he has to collect. But now I have an interesting, I agree with that mark. Он I agree. согласен в целом с оценкой. Yeah, but I think this horse gets a competition for extended mark, sometimes high mark, I think. Но For extended. за прибавленный шаг наверняка эта лошадь получает хорошие оценки на соревнованиях. Скажи, пожалуйста, сколько ты получаешь за шаг? 8. Yeah, that's what I mean. And that's because he is covering ground a lot. Он хорошо захватывает пространство, But for to collect, that's what we give mark now to, and when he's going in competition, he gets only for extended mark an 8, and I can agree with that 8 extended mark because then he can be regular. но вот, собственно, оценка высокая, 8 за прибавленный шаг, потому что он не находит вот на... But now we give also at the same time a mark for collection. Но в то же время мы должны оценивать и собранный шаг. So for me, he can get, when he's in this way, in the extended mark, he can get an 8. But when I see this horse collecting, then it's В much общем, more less. оценка понижается из-за собранного шага. So this then it was the interesting part of the talk about this. Where there are people who give an 8 for this one. А кто 8 поставил? Есть люди, которые поставили 8? Вон кто-то поднял. Well done. Хорошо, молодец. Следующая Not so оценка. many. But I said this is really different between speaking about the quality of the walk and give a mark for extended walk in a test. Вот то, о чем он говорил на семинаре, разница между прибавленным шагом на тесте и оценкой лошади. Okay. Enough discussion about the walk? Enough. Nobody? Then trot. Trot, рысь. 8. 8. I was a little bit less, 7.5. Он поставил 6,5. My opinion, tell first your opinion. Почему? Нет, почему вы поставили 8? Because she likes it. Yeah, It's the best yeah, weight. exactly. She liked it. And now, give an explanation why you like it. Объясните, почему он вам нравится этот конек? Because it's a best gait that this horse shows. Okay, it's the best game for her. Now, my opinion about the trot, yeah, this is really interesting. Because
really interesting because the horse has a nice way of moving. Эта лошадь очень хорошо двигается. My opinion, he's a little bit too slow. И по его мнению, лошадь двигается немножко медленно. There could be a little bit more looseness in total body. Ему нужно больше свободы в теле. You can shorten the reins Может быть, подберите поводочек and then make a transition trot. и сделайте переход в рысь. So the good thing of this horse is Что хорошо в этой лошади, he has room. у него есть вот это движение, такое нога, мах-мах. But for me, it's a little bit too much in one rhythm. Но для него это слишком все в одном ритме. In my opinion, this is nice to see. The И hind это legs, приятно на это смотреть. the hind legs are not so bad. Зад не такой плохой. Forelegs Перед are nice full. I like хорошо it. двигаются, но он хочет, чтобы они двигались еще больше вверх. Like the first ones. Так, как у But предыдущего he лошади. makes himself big. Но он увеличивается, сам по себе приподнимается. But in my opinion, he can use his body a little bit more with looseness. Но он может быть более расслабленным. Он может более расслабленно ходить. So I want to ask her now Он сейчас вас попросит, Настя, to do it a little bit rounder in there. чуть округлите его в шейке. Не слишком сильно. Вот так, достаточно. That he is not too straight. Чтобы он не слишком напрягал свою спину. That is a little bit Чтобы он more. округлялся. My opinion, when he's a little bit more, not more than this, but Не like больше, чем сейчас, вот так. now he's using his neck a Вот little bit сейчас more. он чуть больше шеи работает. Otherwise, the nose is nice in front of vertical. Иначе у вас нос стоит перед вертикалью. But at that moment, my opinion, he made himself a little bit strong in his back. Сейчас он напрягает спину. So when I see this trot, А вот на такой рыси my opinion is using body a little bit more. он больше работает всем телом. Does somebody agree or not agree? Кто-нибудь видит разницу? Кто-то, может быть, не согласен? Или кто-то согласен? Согласны или нет? Это agree. Say agree? Okay. Okay. А кто-то не согласен? Little bit collection. What to do if the horse is shaking from side by side? It's really a little bit, I think, Ну, shaky. совсем чуть-чуть. Very little bit. Совсем It чуть-чуть. has a little bit to do with what I tell, I think. Это, в принципе, то, о чем он сейчас When говорит. he's standing more steady. Он, когда вот в таком положении, он более стабилен. Yeah, and then he's more straight too. When he's a Он little более bit прямой, он сейчас более открыт. Okay, now maybe to make the transition, collecting trot, Сделай переход в собранную рысь. almost walk. Почти шаг. Почти шаг. Now you see, that's what I mean with a little bit slow. Видите, вот то, что он имел в виду, когда говорил, что немножко медленная лошадь. This is now he is a little bit too straight in neck. Он слишком напрягает шею сейчас. A little bit, yeah, a little bit more round. Вот побольше его округли, Not fast. но не ускоряйся. Okay, this is better. Вот так лучше. This is better. And then a little bit more down. И пониже его пусти. A little bit more down. Otherwise, he's doing this. When he's doing this, he's doing this. Иначе он вот такими прямыми ногами шагает. Yeah, Вот так. yeah. Нет. That's quick. Yes, like this. Good. Then, when now he's nice. Then Вот сейчас хороший, стабильный. Это то, что вы имели в виду, когда говорили с Yeah, нами. because he's not using body Но он totally. просто полностью не работал всем телом. And a little bit forward again. И снова вверх, вперед, его Настя вперед. Yeah, Активно. nice round. Но держи его округленным, Yes. таким же, вот так. One more upper. Не нужно выше вверх поднимать. Yeah, I like this one more. Вот эта рысь ему больше нравится. Now try to go back to almost walking. А теперь в таком положении постараемся почти в шаг перейти. Почти в шаг. Yeah, that's forward. And Вперед. Не поднимай его слишком высоко. And we get, I give a 7, 7.5 for the Он top. поставил
7-7,5 завис по той причине, что because he has a little bit problems here. у него вот здесь вот есть проблемка. Yeah, you see that it's walk. Вы видите вот на шагу? So try to practice this horse Практикуй вот с этой лошадью in collection for short movements. в сборе, вот на короткие моменты, A little bit more up. That's good. чуть больше округления, A little bit more down. чуть ниже, A little bit more. чуть ниже. Not more collecting. Не больше сбора, а просто ниже опусти. Yeah. A little bit more down. Чуть больше вниз. That's good. And now a little bit forward. А теперь поактивнее вид вперед, A little bit forward. чуть Good. поактивнее вперед. That's okay. That's okay. That's good. I like this. Вот так ему And нравится. it's the same canter. И то же самое на галопе можешь попробовать. Now we do canter. Поехали, галоп. Keep him round like this. Yes. Good. I like canter now a little bit more. А сейчас и галоп даже лучше. So not more uphill this Не one. нужно выше поднимать лошадь, чем она есть сейчас. So this horse is more than enough uphill. Вот эта лошадь собрана вверху достаточно, больше не нужно. But this is a nice example when he's doing too much this. Это хороший пример того, когда лошадь слишком высоко поднимается вперед, у него немедленно скрепощается спина. When he's a little bit more round, А когда он больше округляется, more subtle. он становится более эластичным. Okay, now we do one circle, a А little bit теперь relaxed. на вольту подсобирайте Keep его. this feeling in И hand and forward. сохраняйте в руке то же самое ощущение. Двигайте его вперед. Yeah, forward and round. Activity. Поактивнее. And a little Вперед. bit round. A little bit more collection. Округляем. Больше сбора немножечко. A little bit more collection. Чуть больше сбора. Just keep forward and round. Но держите его, двигайте вперед и округляйте больше. Circle a little bit small. На вольт поближе, поменьше вольт. This is nice. Вот это хорошо сейчас. Now we take a little bit this for collection. А теперь немножко рискуем и немножко подсобираем его. Yeah. A little bit more. A little bit round. Чуть Yes. больше округляем. So a little bit Хорошо. more. Чуть Good, больше good, округляем. good. Вот. Round. Yes, yes. Good. A little bit more collection. Чуть больше сбора. And I did good, good. Keep on. Yes, yes. This I like. Вот это вот отлично, вот это мне нравится. Вот сейчас хороший сбор у лошади. Good. And now a little bit more forward. А теперь поактивнее вперед, но держите такое же округление. Keep round. Держим округление такое же. And forward. И вперед. Ah, Вот так. good job. Collecting again. И снова собираем его, But keep round and then. но держим его активным. Good. Good. Okay. Now we make transition drop. Сделаем переход в рысь. It's very nice. Вот это очень хороший был галоп. Yeah. So, little bit round. Okay. Ты хочешь остановиться, подъехать? Подъехай. And now ask the difference in his work. Ты чувствуешь разницу в туловище, как он работает телом? And ask what you feel. А что ты чувствуешь? He became softer. Yeah. Она чувствует, что Он больше стал толкаться так, но ярче меня остановил. he accepts her more on his That's my bed. opinion too. Вот That ему is тоже more кажется, когда он смягчается, using body more. он больше работает телом, больше включает тело. When he's too much there, А когда он слишком у тебя в поводу, слишком он зажимается и слишком тебя... and it makes this little bit. А это вот всего лишь маленький такой вот, такая разница. Это легко поменять, легко исправить. But important. Но важно это исправить, нужно. Okay? Good. Continue. Well, now we were about Дальше мы на чем? На discussion about the drop. вот это Yeah? мы про рысь пообщались, а теперь поехали галоп. Что там было за галоп? Now the cant, what? 7. Yeah. 7. Yeah. I had this horse, in total impression, I had this horse for 7 and a little bit more. Like a little bit like Общее that. впечатление у него тоже семерка. And that's another discussion. Yeah. In the riding, you can change this horse in a short time. Но когда вы работаете на этой лошади, эту лошадь можно очень быстро изменить. But as a judge, you can say that because you have to give marks on this one. Вы не можете как бы ставить оценки на будущее, да, поскольку вы судите лошадь в настоящий момент. So I can agree, it's the 7, I had 7, 7.5
horse, this one. И эта лошадь в целом на 7-7,5 баллов. But the really good thing is with this horse, a total impression. Общее впечатление этой лошади. What is about carrying? What Что вы поставили вот за способность нести себя? 7. Yeah. Because it's not very simple. Yeah, that's the reason, the bending. Yeah, I Да, в agree. общем, да, он I can согласен. sit with that, yes. And total impression. А общее впечатление у вас сколько? 7,5. Yeah, because he has something. This Потому horse has что something. у этой лошади, ну, она что-то из себя представляет. It's when you see this horse, you say, okay, it's Когда вы nice. видите эту лошадь, вам приятно на нее смотреть. Yeah. But for an 8, it's not supple enough. And it Да, can вот для change. восьмерки это недостаточно лошадь гибкая, эластичная, но это меняется вот так, как потренировались сейчас. But when she gets always 7 in competition, Но когда вы будете всегда семерки получать на соревнованиях, she gets 70%. вы получите That's not 70%. so bad. А это неплохо. How many percent you get? Сколько ты получаешь на соревнованиях? 73. Okay. Yeah, well, because the walk it's double extended walk. And for Yeah. When this horse don't make any mistakes, если эта лошадь не будет делать никаких ошибок, I can imagine that it's a sympathetic это симпатично, у вас очень хорошая комбинация. just get marks for that. И, в общем, за это судьи тоже ставят оценки. За то, как вы сидите. So I think with this horse you did a good job Ты очень хорошо поработал с этой лошадью. because the quality of the horse they take almost out what is possible. Потому что эта лошадь сейчас работает почти на 100%. But there is something more. Но все-таки еще что-то можно добавить. Добавить то, что вот вы поупражняли здесь. Exterior, mark for the exterior. Сколько оценка за экстерьер? 7,5. Yeah, it's a long line horse. Лошади длинной линии. Yeah, it's, the neck is okay. Шея хорошая, тело хорошее. A little bit more expensive maybe. Хотелось бы побольше, наверное, выразительности, But positive. но в целом очень позитивный взгляд на эту лошадь. Okay, some discussion about this horse Есть ли желающие что-то возразить or in total? или в целом не согласны с точки зрения? Если нет, Then we finish. да, если нет, то мы тогда заканчиваем. Okay, thank you very much. Спасибо